Всем привет, друзья! Вы смотрите канал Pop Music. Меня зовут Дмитрий, и сегодня у нас на обзоре басовый процессор Zoom B1X4. Это универсальный бюджетный басовый процессор, в котором вы найдете множество различных эффектов, эмуляции усилителей и кабинетов, а также встроенную драм-машинку и лупер. Также на задней панели этого процессора есть вход USB, при помощи которого вы можете подключить его к вашему компьютеру и при помощи приложения Zoom Guitar Lab детально редактировать все пресеты. Ну и плюс здесь еще есть вход AUX-IN, и вы можете подключить к этому процессору какие-то минуса и под них позаниматься. Помимо питания от сети, процессор также может питаться от пальчиковых батареек. Первое, с чего начинается знакомство с любым процессором, это прослушивание встроенных пресетов. Мы не будем претендовать на особую оригинальность, и давайте посмотрим несколько из пресетов. Ну вот для начала один из пресетов, который называется Analog Horus. Найдем какой-нибудь перегруз. Пресет, совмещающий квакушку и дисторшн. Crazy Fuzz. Вот, например, Octaver. Эмуляция синтезатора. Здесь около 50 встроенных пресетов, поэтому мы не будем проходить через их все. В принципе, для иллюстрации этого уже вполне достаточно. Давайте более подробно ознакомимся с лицевой панелью. Здесь мы видим ряд кнопок. Пронумерованные кнопки от 1 до 5 переключают банки пресетов. По 10 пресетов в каждом банке, и каждый пресет можно переключать уже футсвитчами левым и правым. Соответственно, вверх и вниз. Крайняя левая кнопка у нас включает драм-машинку, крайняя правая кнопка у нас включает лупер. Когда мы находимся в режиме пресетов, вот эти 4 крутилки у нас используются для редактирования непосредственно параметров самого пресета. Также у нас есть кнопка Settings для редактирования глобальных настроек, а также некоторых настроек пресетов. И еще одна кнопка Memory, которая у нас служит для более детального редактирования пресетов и их параметров. Давайте ознакомимся с функционалом этого процессора, и для этого мы попробуем создать свой собственный пресет. Сейчас я выбрал пустую страницу, пустой пресет, и у нас нету никакого эффекта, чистый звук бас-гитары. Для того, чтобы начать создавать свой пресет, мы нажимаем кнопку Edit или Memory. Здесь мы можем выбрать положение эффекта, куда мы хотим его поместить, в начале или в конце цепи. Собственно говоря, вот нажимаем кнопку 1, и в начале цепи мы помещаем какой-нибудь усилитель или преамп. Давайте попробуем его найти. Ну вот бас-преамп. При помощи вот этих крутилочек мы можем отредактировать параметры того прибора, который мы поместили в цепь. В данном случае в преампе у нас трехполосный эквалайзер и общая громкость. Ну вот добавим немного баса, пусть примерно верха и середина где-то будет в среднем положении. Вот так это звучит. Дальше, на вторую позицию в нашей цепи мы попробуем добавить какой-нибудь кабинет, эмуляцию кабинета. Вот мы нашли кабинет 4 десятки. Это мой любимый вариант. Здесь также у нас различные параметры.
Ну, допустим, отредактировали так, как нам это нужно. Вот так вот это звучит. Можно чуть-чуть добавить. Чтобы звук был помяснее. Давайте на третью позицию поместим какой-нибудь перегрузик. Вот здесь вот есть бас окт фуз. Давайте поместим на четвертую позицию в нашей цепочке эффектов какую-нибудь модуляцию. Ну, вот здесь есть, например, тремоло, фейзер, питч-шифтер, хорус, еще какие-то хорусы. В общем, большой выбор эффектов. Но у меня сегодня настроение тремоло. Вот так вот это будет звучать. Здесь у нас есть также различные параметры: глубина, скорость, общая выходная громкость. Ну, давайте сделаем прям побыстрее. И выберем квадратную волну. Ну и давайте на пятую позицию в самом конце нашей цепи поставим какую-нибудь пространственную обработку, а именно какой-то ревер. Вот здесь у нас довольно богатый выбор. Есть plate ревер, есть spring ревер, есть hall. Ну вот, допустим, hall. Ну вот так вот глубоко и широко начинает наш пресет звучать. После того, как мы построили наш патч, мы можем его редактировать. Здесь есть несколько различных вариантов редакции. В частности, мы можем нажать 2 раза кнопку Edit, и вот мы видим все наши 5 эффектов, которые мы выбрали, и нажатием соответствующей кнопки мы можем мьютировать нужный нам эффект. Например, вот у нас сейчас звучит тремоло со всеми наворотами, да, с перегрузом и с холлом, но мы можем, например, убрать что-то из этого. Вот мы просто замьютировали наш перегруз и оставили тремоло с холлом. Возвращаем его на место. Теперь, как вы видите, мы замьютировали тремоло и оставили только перегруз и холл. Ну, таким образом можно комбинировать, мьютировать и размьютировать любые эффекты вашей цепи. Также, если мы нажмем кнопку Settings, здесь у нас будут и глобальные настройки, и возможность сохранить этот пресет, его переименовать. И также есть кнопка, вот самая первая кнопка, при нажатии ее мы можем менять порядок наших эффектов. Ну вот, например, нажимаем соответствующую теперь 4-ю кнопку, которая у нас была ответственна за тремоло, и теперь нажимаем то положение, куда мы хотим перетащить. Ну, например, 3-ю кнопку, и вот таким образом порядок эффектов у нас поменялся. То есть, если у нас перегруз был 3-м, а тремоло 4-м, теперь у нас перегруз на 4-й позиции, а тремоло на 3-й. И звучит это уже немножко по-другому. Очень прикольная фишка этого процессора является встроенная драм-машина. Здесь есть несколько десятков интересных забитых паттернов. Также вы можете редактировать громкость драм-машины независимо от звука бас-гитары. Ну и, естественно, скорость. Давайте послушаем несколько паттернов. Что-то более фанковое.
Еще одна очень крутая функция этого процессора — это встроенный лупер, который позволяет записывать кусочки до 30 секунд. Его можно также использовать в комплексе с драм-машиной и со всеми пресетами, которые есть в этом процессоре. Таким образом, этот процессор может превратиться в самую настоящую перформативную станцию, и вы можете играть целые сольные композиции при помощи этого процессора. Конечно, нужно понимать, что это бюджетный девайс, и не стоит от него ожидать какого-то невероятного дорогого звучания. Но, тем не менее, для начинающих музыкантов он может очень хорошо подойти для ознакомления с различными эффектами, эмуляцией усилителей и кабинетов, а также благодаря встроенной драм-машине, луперу и гнезду AUX-IN он будет незаменим для домашних занятий. Хотелось бы обратить ваше внимание, что кроме показанной выше модели есть также облегченная версия B1.4, которая отличается тем, что здесь чуть меньше эффектов и нет педали экспрессии. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. И увидимся в следующий раз. Ну чё? И чё мне сейчас говорить? Ну, всякое. В этом процессоре... Не, как я там? Универсальный, да. Это универсальный процессор. Это универсальный басовый процессор. Бюджетный, да?